В этом уроке мы рассмотрим источники электрического тока. Источниками электрического тока являются батареи, аккумуляторы, динамо-машины, различные виды генераторов и так далее. Они производят электроэнергию за счет какого-нибудь другого вида энергии, например, химической, механической, тепловой и так далее. Следовательно, и в случае с источником электрического тока закон сохранения энергии остается в силе. Каждый источник тока имеет свойство при замыкании цепи создавать в проводниках электрическое поле, которое с определенной силой действует на свободные электроны. Поэтому говорят, что каждый источник тока имеет определенную электродвижущую силу, или сокращенно ЭДС. Источники электрического тока электронов не производят, но созданное ими электрическое поле приводит в движение свободные электроны, находящиеся в самих проводниках. В этом отношении любой источник тока можно сравнить с насосом, который приводит в движение воду в замкнутой системе труб. Рисунок 3.3b. Насос передает энергию турбине так же, как батарейка передает энергию лампочке. Очевидно, в любой неразветвленной системе количество воды, протекающей в толстых и тонких трубах за единицу времени, одно и то же. Только по тонким трубам частицы воды движутся с большей скоростью. По аналогии можно сказать, что величина тока в неразветвленной электрической цепи везде одна и та же. Только в проводниках большего диаметра электроны движутся медленнее, чем в более тонких проводниках. Поговорим теперь о скорости электрического тока. Электрическое поле распространяется по проводам со скоростью 300 тысяч км в секунду. Эта скорость так велика, что за 1 секунду поле может обойти земной шар около 8 раз. Скорость направленного движения электронов в проводниках намного меньше и зависит от плотности тока. По раскаленной нити электрической лампочки электроны движутся со скоростью 1,2 см в секунду, в то время как в шнурах и кабелях эта скорость не превышает 2-3 мм в секунду. Здесь может возникнуть вопрос, почему же говорят, что скорость электрического тока огромна? Для того, чтобы разобраться в этом, представим себе несколько десятков кубиков, плотно сложенных по прямой линии на гладкой поверхности. Если толкнем первый кубик, то толчок дойдет до последнего кубика почти моментально. Однако скорость каждого кубика в отдельности не будет очень большой. Таким же образом, при замыкании электрической цепи электрическое поле распространяется по проводнику с огромной скоростью и почти одновременно приводит в движение как близкие, так и дальние электроны. Вот почему и принято считать, что электрический ток распространяется по проводникам со скоростью около 300 тысяч км в секунду. А теперь рассмотрим направление электрического тока. Мы уже выяснили, что в металлах электрический ток обусловлен только одним видом носителей заряда – электронами. Однако в электролитах электрический ток обусловлен как электронами, так и положительными ионами. Подобную картину наблюдаем и в полупроводниках, где электрический ток обусловлен двумя видами заряженных частиц – электронами и дырками. Дырки имеют свойства положительно заряженных частиц, так как представляют собой места, в которых отсутствуют электроны. На рисунке 3.4а условно показан полупроводник, по которому не течет ток. Видно, что электронные дырки движутся хаотично в различных направлениях вследствие теплового колебания. Если же полупроводник соединен с источником тока, то возникает электрическое поле, и дырки начинают двигаться в направлении поля, а электроны навстречу полю. Рисунок 3.4b. Далее мы убедимся в том, что для ряда электротехнических правил необходимо ввести понятие направления тока. Однако мы уже видели, что в ряде случаев ток обусловлен двумя видами носителей заряда – положительных и отрицательных.
которые при наличии электрического поля движутся в противоположных направлениях. Еще в прошлом веке было принято под направлением электрического тока понимать направление движения положительных носителей зарядов. Тогда еще не знали, что ток в металлах обуславливается только электронами. По традиции это правило сохранилось и до сих пор. Так что, согласно этому правилу, направление тока в металлах противоположно направлению движения электронов. Обращаем внимание на то, что на схемах стрелки, которые наносятся на проводники, показывают не направление движения электронов, а направление тока. Рисунок 3.3а. Следовательно, ток во внешней цепи течет в направлении от положительного полюса источника к отрицательному.